Этот счастливый семьянин Брэдфорд Кинг, бывший полицейский, а потом преподаватель криминологии в Западном Мичиганском университете. Его любимым упражнением было просить студентов придумать сценарий идеального преступления. Да, то есть такое, которое невозможно было раскрыть без признания самого преступника. Конечно же, студенты-криминалисты, для них это был вызов, они охотно предлагали свои версии идеального преступления. Во время преподавания в институте его жизнь налаживалась. Его жена Дайан стала популярной телеведущей. Пара переехала в большой загородный дом и воспитывала второго ребенка. Но хорошее время продолжалось недолго. У Дайан появился сумасшедший поклонник, который звонил в дом, предлагал ей поужинать, встретиться, а однажды разбил окно и залез прямо в дом. Но по-настоящему пару напугала записка, набранная буквами из газетных заголовок. «Ты должна пообедать со мной». А еще через год Брэд обнаружил тело своей жены перед домом. Рядом стояла машина, где находились двое их детей. Убийство телеведущей наделало много шума, и полиция взялась за дело. Расследование показало, что снайпер стрелял из соседней конюшни. Там нашли гильзу 22-го калибра, а в ручье неподалеку само ружье. Собака вышла на след и, описав дугу, вернулась к дому. Выходит, что преступник проделал круг и вернулся на место преступления, наблюдал за полицией, и никто его не вычислил. Но главное, криминалисты не смогли связать пули из тела жертвы с ружьем. Они были сильно деформированы, и понять что-либо было невозможно. А расследование зашло в тупик и приобрело неожиданный поворот. Но перед тем, как я его расскажу, давайте побудем теми самыми студентами-криминалистами, которых учил Брэд. И попробуем сами понять, что значит идеальное преступление. Сейчас вы узнаете, что говорят о человеке его следы, что будет, если срезать отпечатки пальцев, как запутать ищеек, как выглядят современные охотники за головами, о чем говорят следы на пулях, и возможно ли вообще совершить преступление, которое никто никогда не раскроет. Ваш вкусный латте, пожалуйста. Спасибо, спасибо. А вы будете что-то заказывать? Чай с ромашкой. Странный, да? Чай с ромашкой. Кажется, ему нужно что-то другое. И я знаю что. Данные вот этого хорошего господина. Но, увы, сегодня не его день. Почему? Потому что Samsung, в устройствах от Samsung работает система защиты NOx как в железе, так и в софте. Ее встраивают в начинку телефонов, планшетов и носимых устройств еще на заводе. Чаще всего цель взломщика одна – проникнуть в ваш телефон с помощью вирусов или фишинговых атак и украсть ваши личные данные. Да. Но, увы, сегодня ничего не выйдет. NOx по дефолту борется и блокирует атаки, направленные на устройство. Смысл защиты NOx – любой ценой не передать ценную информацию злоумышленнику. Что еще? Samsung заранее позаботился о нашем ни о чем не подозревающем бедолаге. Он пьет свой душистый прекрасный латте и абсолютно спокоен и счастлив. Ведь в памяти Samsung есть особо защищенная область – цифровой сейф. В нее он добавил приложение, доступ к которым имеет только он. Так его карточки, пароли, фотографии и даже заметки под дополнительной защитой. Хакеру остается надеяться лишь на одно – похитить его телефон и получить физический доступ. О, повезло, правильнее сказать, фартануло, да? Тебе телефон, а мне соточку. Но это бессмысленная удача. Пока он будет его взламывать, система NOx будет его блокировать. В это время данные как раз и нужно спасти. Заходите в «Найти мое мобильное устройство», блокируйте экран и сохраняете данные в облако. Сохранили? Тогда просто стирайте всю инфу. И все, у хакера в руках кирпич, шито-крыто, инфа скрыта. У вас чай с ромашкой, пожалуйста. Спасибо, не надо. Похоже, пошел устраиваться админом детского музыкального театра. И главное, да, не забывайте устанавливать обновления. Samsung постоянно совершенствует операционную систему, потому что заботится о вашей безопасности. А вы не игнорируйте обновления, чтобы всегда быть под защитой. Обожаю свою работу. Я верну. За 1000!
Йоп. Ян. Да. В выпуске «Скрытые места на Земле» я шутил, что жерло вулкана – это идеальное место для убийства, ведь никто никогда не найдет тело жертвы. Так оно и есть, вот только добраться туда незамеченными не получится. И дело даже не в наблюдателях. Каждую секунду мы выдаем сами себя, оставляя следы. Их изучает трассология, раздел криминалистики о следах, причем о любых. Это следы рук, ног, зубов, крови. Причем некоторые остаются от самого объекта, другие же оставляют только контур. Даже на Луне человек оставил следы, правда, их исследованием занимается другая наука. Хороший криминалист – это человек с крыльями. На месте преступления он парит над полом и ищет чужие следы, не оставляя своих. Главное для трассологов – это следы обуви. Они могут рассказать не только марку кроссовок, но и пол, вес, рост, направление движения и даже особенности походки человека. Если след оставлен на плоской поверхности, его фотографируют, а потом снимают специальной пленкой или прибором со смешным названием следоскоп. Если следы на земле, то в лабораторию их забирают вместе с грунтом. Дальше узнаем мой рост. По следам. Да, и такое возможно. Вот формула. Сюда вставляем длину стопы, сюда ширину. Умножаем длину стопы на 3,1, ширину на 4 и прибавляем 53. Вышло 179 сантиметров, да, почти 180. Вот мы и узнали мой рост. По следам можно определить даже род занятий человека. Моряки, привыкшие сохранять равновесие на палубе, опираются на внешнюю сторону стопы. Фигуристы же и хоккеисты, наоборот, на внутреннюю. Они как будто бы отталкиваются коньком ото льда. Преступников выдают не только биологические следы, но и следы инструментов. Смотрите, на взломанном замке видны следы отмычки. Чем меньше следов, тем спокойнее и опытнее был преступник. Но некоторые не заморачиваются и отгибают дверь, разрезают дверное полотно или высверливают хвостовик. А вот как навесной замок взламывают за 3 секунды вообще-то. Следы шин тоже могут многое рассказать. Следы шин зависят от износа и скорости движения авто. На 5 км в час пятно контакта – это нормальный квадрат. А вот на 125 машина летит, похоже на тест Роршаха или линия. Гонка вооружений работает и здесь. А зная эти приемы, преступники тоже учатся их обходить. Идут задом наперед, подвязывая еще одну обувь к своей, только носками назад. Одевают бахилы, срезают подошвы, выкидывают инструменты, меняют шины, меняют авто. Но от невидимых следов избавиться очень сложно. Запах – самое древнее из чувств. Способность чувствовать молекулы веществ есть даже у бактерий. Запах каждого человека неповторим. Его невозможно изменить, и от него невозможно избавиться. В криминалистике запахами занимается одерология. Надежнее всего запах сохраняет одежда, мебель и кровь. Сворачиваясь, она запечатывает аромат. Это называется феноменом пролитой крови. То есть кровь жертвы запечатывает аромат убийцы и помогает его найти. Предмет с запахом преступника упаковывают в фольгу, а в лаборатории запах запечатывают на хлопковой ткани. Запах сохраняется в морозилке 5 лет. Дальше запахи нужно сравнить. Человек их не отличит, и вот здесь подключаются собаки. Их обонятельная система 100 квадратных сантиметров, в то время как у нас всего 4. И это не только овчарки. Это могут быть любые собаки. Для собаки поиск запахов – это игра. Колбы с тканью расставляют по кругу. Кинолог с собакой по очереди обходит их все. При этом он сам не знает, где какой запах. И если у одной из колб собака застывает, это сигнал. Колбы меняют и повторяют эксперимент. И если выпадает 3 из 3, запах найден. Прибор, распознающий запах как собака, пытаются создать уже десятки лет. Простейший из таких приборов – это анализатор алкоголя у гаишников, алкотестер. Но он реагирует только на одно определенное вещество, в то время как запах состоит из сотен компонентов. Чтобы обхитрить собак, преступники раскидывают еду, например, сосиски, отпрыскивают себя освежителем воздуха, чтобы перебить запах, и переплывают реку, чтобы совсем сбить собаку со следа. Вот такие хитрости уже несколько сотен лет используют преступники. Окей, но что нам в голову приходит первым, когда мы говорим слово криминалистика? Да, отпечатки пальцев.
их изучает дактилоскопия. Их просто оставить, легко обнаружить и сложно удалить. Они формируются еще до нашего рождения, на 3-м месяце беременности. Сейчас мы пальцем разблокируем смартфоны, но самой идее уже 150 лет. Вот Уильям Гершель, внук астронома Уильяма Гершеля, открывшего планету Уран. Работая в колониальной Индии, он заметил, что местные ставят подписи в документах без разбора и не чувствуют себя обязанными что-то там выполнять после. Прямо как мы, когда подписываем пользовательское соглашение, только не говорите, что вы их читаете. Итак, Гершель придумал хитрый ход. Он заставил индусов под своей подписью ставить еще и отпечаток пальца. Те отпечаток считали чем-то священным, поэтому стали выполнять то, под чем подписались. И так Гершель изменил игру. Каждый отпечаток – это набор узоров. Волн или дуг, петель или завитков. Такой набор и отличает одни отпечатки от других. Причем соотношение узоров у разных народов разное. А смотрите, отпечатки эскимосов состоят по большей части из завитков, а у европейцев, и русских в том числе, преобладают петли. А угадайте, чьи это отпечатки пальцев? Индус? Норвежец? Коренной житель Австралии? Нет, это коала. Узоры на пальцах нужны, чтобы взбираться на эвкалиптовые деревья. Если бы группа сумасшедших, озверевших до денег жадных коал ограбили бы банк, то криминалисты, я вас уверяю, думали бы, что это люди. Окей, значит, все, что нужно, чтобы остаться незамеченным, это удалить отпечатки пальцев. С пальцев, правильно? Поверьте, вы и я тоже не первый, кто об этом думает. Эта милая женщина – мамаша Баркер, один из самых разыскиваемых гангстеров 30-х. Когда ее сын со своим любовником были в бегах, они попросили Джозефа Моррена, алкоголика, который лечил бандитов, избавить их от узоров на пальцах. Врач срезал кожу с их пальцев, а мамаша Баркер облегчила их мучения морфием. Но мучения были напрасны, ведь на новой коже, которая заросла, появились те же самые папиллярные линии. Недовольные бандиты взяли Моррена в пьяном состоянии, увезли на озеро Мичиган и утопили беднягу. Вот такая история. Жаль, они не знали, ведь отпечатки пальцев сами по себе меняются со временем. Нужно было всего-то залечь на дно лет на 10. Но есть способ попроще. Пользоваться перчатками работает безотказно. На этом моменте я хочу сказать вам поздравляю. Вы дошли до середины выпуска, и поэтому пришло время развлечься. Что это, по-вашему? Детская мазня? Набросок мультфильма? Нет, это просто худший фоторобот в истории. Но самое забавное не это, а то, что по нему реально удалось найти преступника. Функ Фуок Нгуэн крал деньги в торговом центре. Это как смешно, да. Но основные черты лица переданы верно. Прямой рот, смотрите, глаза в кучку и, главное, испуганный взгляд. Показаниями свидетелей и фотороботами занимается габитоскопия. Пожалуй, самые растиражированные фотороботы, конечно же, это плакаты живым или мертвым из Дикого Запада. В те времена можно было даже не писать, чем там провинился разыскиваемый. Достаточно было назначить за его голову хорошую сумму, а там уж как пойдет. Но вы когда-нибудь задумывались, кто за это платит? Такие большие деньги. Сами же преступники и платят. Когда-нибудь слышали, преступника выпускают под залог? Так вот, если он после этого сбегает, этот залог, то есть на этот залог, и нанимают охотников за головами. Да, таким образом государство не тратит деньги налогоплательщиков на поимку, а преступник сам оплачивает свои поиски. А иногда даже сам оплачивает свое убийство. Охотники за головами до сих пор легально существуют на Филиппинах и в США. Они вооружены пистолетами, шокерами или перцовыми баллончиками. А вот Дуэйн Чемпмен по кличке Пес. Он поймал 8000 человек голыми руками, просто потому что оружие ему запрещено носить из-за его судимости. Но в наше время преступников ищут, конечно же, не по рисунку. Криминалисты составляют портрет на карточках или пленках. Берешь усы номер 1, накладываешь на нос номер 3 и глаза номер 5 и получаешь искомого чувака. Проще всего делать это в программе Faces. Ищем тут ясные глаза, прямой нос, губы и подбородок, и, наконец, длинные волосы. Узнали?
Да, это же Иисус Христос. Мгм. Именно так его описывают католики, а вот африканский Иисус, именно так его описывают африканцы. Вот небо и земля, да? К чему это я? К тому, что у нас в голове бывают разные образы одного и того же человека, а уж свидетели в состоянии аффекта точно не способны запомнить все детали. К тому же преступник может надеть очки, усы, бороду или просто маску. Впрочем, давайте я расскажу вам одну историю. Когда в 1929 году люди Аль Капоне, переодевшись в полицейских, застрелили 7 человек из банды Бакса Моррена, на месте преступления осталось много пуль и гильз. Преступников бы никогда не нашли, если бы не пули. Они были выпущены из автомата Томпсона 45-го калибра, но такие автоматы были почти у каждой банды. Но как выяснить, какая была банда, имея только одну пулю и одну гильзу? Сейчас расскажу. Огнестрельное оружие изучает баллистика. Основная задача баллистов – это понять, из чего и как стреляли. Пули, гильзы и отверстия фотографируют. Потом строят из входного отверстия, допустим, пусть это будет вот по центру экрана, да, и выходного, вот, например, оно будет вот здесь, воображаемую линию. Таким образом, получается, стреляли вон оттуда. Пороховые газы расскажут о расстоянии выстрела. Чем ближе, тем больше копоти он оставляет. Вот выстрел в упор, а вот с расстояния в метр. А здесь обратите внимание на нарезы. Эти канавки – это индивидуальная печать ствола. Ее оставляют нарезные стволы. Из гладкоствольного оружия пуля летит неровно. Поворачивается из стороны в сторону, ее постоянно болтает и колбасит. Слова Суворова «пуля дура, а штык молодец» относятся именно к гладкоствольному оружию. В нарезном оружии все иначе. Пуля начинает вращаться еще в стволе. И это вращение мешает ей болтаться из стороны в сторону. Чтобы это прочувствовать, попробуйте поворачивать кистевой тренажер-гироскоп. Это очень сложно. Найденные пули вращают на 360 градусов и фотографируют. Получается вот такая развертка. Баллисты находят оружие и выстреливают из него в пулеулавливатель, а потом сравнивают рисунок на пуле, который нашли на месте преступления. Если они совпадают, то все, оружие найдено. Автоматы Томпсона, которые нашли у банды Аль Капоне, оставили тот же самый рисунок, что и пули на месте преступления. Так криминалисты смогли посадить убийц. Это, кстати, первый случай, когда нарезное оружие поспособствовало... то есть все криминалисты поняли, что теперь так можно тоже ловить преступников. Да, это первый случай. С тех пор преступники пытаются как можно скорее скинуть свое оружие или сделать насечки на пулях. А теперь представьте, что кто-то посмотрел этот выпуск и решил воспользоваться этими знаниями, чтобы не оставлять никаких следов. Он выждал и нашел идеальное время, когда вокруг нет свидетелей, надел маску и перчатки, перебил свой запах нашатырем, поцарапал насечки на пулях, избавился от оружия и скрылся, переплыв реку. Получается, теперь его не выследить, да ведь? Конечно, нет. То есть, выследить. Даже стоя на одном месте, не шевелясь, как я, вы разбрасываете свою ДНК. Как думаете, сколько нужно материала, кожи, слюны, волос, чтобы вас опознали? Всего 8 клеток. Люди похожи между собой на 99,9%. И вот 0,1% делает нас не одинаковыми. Вот как вы выглядите на языке генов. Эти черточки — это и есть вы. Может, стоит уже использовать его, а не телефон для подтверждения личности. Будущее. Я тебя не слышу. Биоматериал нужно как можно быстрее упаковать и забрать. Это может быть волос или микроскопический кусочек кожи. Затем в лаборатории реагентом разрушают клетки и освобождают ДНК от оков. Материал сканируют прибором и сравнивают результат с другими образцами. По ДНК можно узнать пол, этническую принадлежность, группу крови, а если оно есть в базе, то и конкретного человека. В России сдают по закону ДНК все, кто был осужден за тяжкие преступления. Психиатр Чезаре Ламброза в 19 веке сказал, что преступниками рождаются, а не становятся. Генетики частично с ним могут согласиться. Да, в человеке может быть заложена агрессивность, но вот кем он станет, зависит от среды и его решений. Помните идеальное преступление из начала выпуска? Полицейский, жена телеведущая. Пришло время рассказать о нем и чем же закончилась вся эта история.
ФБРовцы спустя 10 месяцев после убийства решили еще раз изучить анонимное письмо. Такие записки оставляют те, чей почерк может быть опознан. Это наводит на мысль, что убийца был хорошо знаком с жертвой, а небрежно расклеенные буквы – просто попытка запутать следствие. А кто был хорошо знаком с жертвой, разбирался в криминалистике и искал способ совершить идеальное преступление? Тот самый полицейский, Брэдфорд Кинг. Оказалось, что он изменял своей жене и постоянно мутил со студентами. Тут же вспомнилось, что во время звонков его никогда не было рядом. А еще позже В одном из домов по соседству обнаружилось настоящее ружье, из которого был произведен выстрел. неспроста Брэд попросил студентов придумать идеальное преступление. Это они помогли убить его жену. Это они посоветовали имитировать поведение маньяка, убегать через водоем, а потом вернуться обратно на место преступления. А еще в одной работе студент посоветовал подбросить на место преступления второе оружие, что невозможно было бы доказать. Но даже опытный криминалист не смог бы предусмотреть все. И несмотря на то, что обвинение базировалось на косвенных уликах, Брэд Кинг был признан виновным в совершении убийства первой степени и приговорен к пожизненному заключению. В настоящее время он жив и продолжает оставаться в тюрьме, так и не признав своей вины. любое идеальное преступление прекращает быть таковым, когда его раскрывают криминалисты. Но есть один случай, который мне очень понравился. Он считается идеальнейшим. Это случай с Ди-Би Купером. В 1971 году он угнал самолет, получил выкуп за пассажиров в $200 тысяч, отпустил их, взлетел с самолетом и спокойно себе прыгнул с парашютом, оставив пилотов наедине. За 40 лет расследования его так и не нашли. Все, что осталось, это фоторобот. Любим мы все-таки негодяев. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Друзья, дополнительная информация к этому выпуску у нас в телеграм-канале. И там же мы публикуем почти каждый день. Так что если вы скучаете по нам, идите туда. Все по ссылке в описании. Внизу ныряйте, зачекайте, зацените. Понравилось? Подписывайтесь.